И хопа, хопа, и пошли на хопу. Цены выше для приезжих. И тут вообще все вперемешку. Как так? Главное, мы сами цены не знаем. Торгуемся. Чуть не продали мне аккумулятор. Тапки, вентиляторы, трусы. Тапки, вентиляторы, трусы, батарейки и помидоры. Он торгуется, ни результата-то нету, не наторговался. Сегодня расскажем вам про рынок Хопа. Это один из самых больших вещевых рынков Батуми, а может быть самый большой. На нем ни разу не был, но на нем был Дима, с кем мы сегодня как раз пойдем снимать этот рынок. Расскажем, что там есть, что продают, какие цены. Вообще очень много слышал про него. Дима уже несколько раз был на этом рынке. Почитал отзывы, ну прям суперские отзывы. Вот, например, раз, два, три. Как вы видите, люди любят этот рынок. Говорят, что там большой ассортимент товаров и невысокие цены. Посмотрим. Мне тоже интересно, что там можно купить. Такой ли он, как и обычные рынки, какие я привык уже видеть в России, например. Похож ли он на Гранд-базар стамбульский. Кстати, вот здесь будет ссылочка, кто еще не видел выпуск. Мы были в Стамбуле, Гранд-базар. Очень большой рынок, наверное, самый большой в Стамбуле, ну, в Турции точнее. Там весело, но устаешь быстро. Так вот, сейчас я иду на встречу с Димой и с ним вместе отправимся на рынок. Сейчас снова залез посмотреть на отзывы об этом рынке, все ли так классно, и увидел несколько негативных. Вот, раз, два, три. Говорят, что цены выше для приезжих, для неместных. Ну, а мы же не местные. Кстати, да, вы на канале не местные. Я Константин. Сейчас увидим Диму. Аделины пока с нами нет. Она будет в следующих выпусках. Смотрите, кто там вдалеке. Это же Дима. Так, Дима нас встречает, как обычно. Он нас всегда встречает. Привет. Сегодня Пойдем? Да, вот как раз с Димой пойдем на рынок. Ты хочешь что сегодня купить вообще? Не, ну уже там по мелочи. А зачем тебе рюкзак большой? Ну, мелочь складывать, не буду, понесу же в руках. Смотрите, какой огромный. Не знаю, у меня вот, кстати, тоже, но у меня для камеры. Ладно, пойдем. Пошли, нам туда. Ну вот здесь оживленная часть города, и Дима сказал, что мы подошли уже к самому рынку Хопа. Вот он начинается, продолжительность такая высокая, сразу пробки. А где вход? Вот там. Ну, чуть дальше надо пройти около перекрестка. А так вот это вот уже, по идее, вот эти все ряды, это все внутрь Хопа. В каждом городе есть такие. Он тут далеко от моря, поэтому здесь нет туристов, тут местные больше всего. И близко к Турции, вон там уже. То есть тут цены довольно низкие. Все местные закупаются здесь. И когда они приходят, они хопа, и пошли на хопу. А почему называется рынок Хопа, знаешь? Нет. А я знаю. В конце выпуска мы вам расскажем, почему. Хорошо. Вот мы перешли дорогу и сейчас ищем, где вход. Тут уже куча ларьков со всякими вещами. А вот вход, наверное, да, такой маленький. Да, вот. Тут уже полноценный такой рынок, я смотрю. Сразу начинается. Вот все. Налево, направо. Тут можно ходить. Это можно назвать центральным входом или нет? Нет, тут несколько входов, и все они красивые. Ну вот сразу, например, обувь. Вот, Биркенстоки почти. Да, это Биркенсток. Оригинал стоит 1015 примерно, а здесь, наверное, чуть-чуть подешевле. Можно тут пойти, можно туда. А, туда еще проход есть. Это очень напоминает, да, Гранд-базар в Стамбуле. Тоже очень много, как муравейник, как лабиринт. Очень много всяких входов, выходов, проходов. И все везде продается. Это все можно купить. Полотенце, например. Смотрите. Вот тут, смотрите, дерево. Открытое небо. Так, тут швейный цех целый. Дима сказал, что здесь можно шить. Тут шить можно. Вот приходишь, тебе подшьют, все сделают. Вот там женщина, видите, шьет, что-то сидит.
заблудился. Какая-то улица. Уже улицу смотрите, да, здесь? Ну как так? Рынок. Что-то людей не так много. Это, похоже, самый отшиб. Тут уже не подают ничего, просто вентилятор стоит. Нитки. А вот, смотрите, сколько много здесь всяких болтиков, шурупиков. Для дома, да, можно купить. Для ремонта тоже такие вещи. Я читал, здесь дешевле, чем в магазинах. Вот такие вот вещи маленькие. Все верно. Там в магазинах надо платить все, а тут просто сидишь, торгуешь, все рядом заводишь. Вот здесь для машины, да, диски, всякие жидкости. Далеко уходят ряды, уходят. Тут, да, тут какой-то указатель, что ли, я не знаю. Тут мы решили зайти с самого начала рынка, чтобы какая-то структура была. У меня чуть-чуть голубь не сшиб. Вот тот голубь, который прилетел, он прям около моей головы прилетел. В общем, вот начинается здесь вот сразу карта Грузии, Саакартвело. Всякие антистресс-игрушки. Зачем-то они здесь. И яйца. И тут вообще все вперемешку. Как так? Да? И тут гладильная доска. Как так? Всякие кастрюли. Почему все вперемешку? И яйца, и антистресс-игрушки, и гладильная доска. Нет, тут они пытаются как-то блоками сделать, есть. Но вот тут с края, наверное, все намешано. А говорят, такой отзыв есть, то, что для неместных все дороже. Да нет, тут на кого попадешься, наверное. То есть иногда торгуешь. Я когда приходил, тут я торгуюсь постоянно. Туда и вот, да. А если ходишь с местными? Тем более. Ну вот там, да, получается. То есть там сразу же по-грузински начинают торговаться и так далее. Здесь какая-то детская одежда. Да. И цен, вообще цен, ни одной цены я не вижу. Коврики, да, для йоги. Тоже без цен, смотрите. Ну, это однослойные. Но тоже толстенькие, хорошие. Вот тут крабики. Аделине передает привет. Крабик. Как он открывается? Не знаю даже, как открывается. Вот. Аделина, тебе привет. Ты когда прилетишь? Дима что-то Всё, закупил. купил? Да, Купил. всё. Идем дальше. Идем дальше, что-нибудь другое смотреть. Так, вот смотрите, очки. Очки, сколько стоят они? Ну, тут понятно, что Ray-Ban и Dior. Это все очень круто. Даже боюсь представить, сколько они здесь стоят. Феррари, кстати, есть. Хочешь Феррари? Порш. Свои очки есть. Диор есть, на то пошло. 25 лари стоит, я увидел. Феррари? 25 лари. А все, они под одну гребенку, да. Ну хорошо. Тут и сумки, а вот тут сразу же и стиральный порошок, и всякие мыльные. Как это вообще работает? Ну почему? Не все, ну короче, тут все есть. Просто идешь и что тебе нравится, выбираешь. Да, А качество, наверное, одинаковое везде примерно, да? Примерно, да, из Турции. Из Турции больше что-то есть. А Турция это мировой производитель, получается, трикотажа. Так вот, подсказка. Сразу сказать, что ли, почему называется Хопа? Говори. Такой же город есть Турция, Хопа. Недалеко от границы, и там большие склады, откуда здесь возят в основном все. Тут побольше людей стало, похоже, какая-то центральная часть. О, там я вижу сухофрукты, чурчхела. А, все, пошли овощи. Овощи, фрукты. Угу, зелень. И тут же кепки. Ну как вот так? В общем, структуры никакой нет. Я не понимаю, почему не сделают отдельно там, овощи, отдельно кепки, отдельно шорты. Так, здесь у нас тапки. Ну, тапки, понятно, всех брендов, которые есть в мире. Наверное, еще в Эмиратах не появились. Не надо? Кепки. Ну, конечно, надо Louis Vuitton. Саакартвело, да. Какую цену такого-то стоит? 15 лари. Georgia, Саакартвело, все равно Саакартвело. Саакартвело, да. Ну, цены низкие или нет, я уж не знаю. Мне кажется, не очень-то и низкие цены. Вот эти вот тапочки крутые, да? Известные. Дима говорит, надо торговаться. Когда будем торговаться?
Будем. Сейчас будем, давай. Штука. Тебе ничего Да, не надо? надо мне надо Что? батарейки. Какие? Аккумулятор есть? 4 мизинчиков мне надо. Мизинчик, значит, и пальчики есть? Значит, это пальчик. Скидки делаете? 12 лар. Скидку. 12 лари уж со скидкой говорит. 10. Можно. За 10 На лари. 10. Все отлично. Берем. Берем вот такие вот Есть батарейки. батарейки. Ох, какие-то. А, это rechargeable. Так это же аккумуляторы. Мне надо батарейки. А, нужны эти. Алкалайн. Алкалайн. Алкалайн нужен. Есть алкалайн? Алкалайн. Алкалайн есть. Давайте. За 2 лари, да? Чуть не продали мне аккумулятор. Да, так торговались. Вообще. Продавали. Главное, мы сами цены не знаем. А торгуемся. По цене аккумуляторов чуть не купили батарейки. Как 10 лари? Ну это дорого. Тоже 10 лари. Да он понял, что вам нужно все продать за 10 лари. Это хорошо. Нет. А, 8 давай. Да. В другом месте купим. Да, хорошо. Покажите, сколько стоит. Ага. Как надо? Хорошие цены дают. Адам, Адлова. Могло посмотрим еще. Да. Алкалайн дорогие. Идем дальше. Такие у нас торгаши. Ну, потому что есть солевые, а мне не нужны солевые, мне нужны вот эти, как бы, продвинутые. Да. В общем, как вы поняли, здесь никакой структуры абсолютно нет. На этом рынке тут одни ряды, они перпендикулярные и параллельные. Да какая структура здесь? Вон ничего нет. Вон Дима говорит, есть структура, но я что-то я не вижу. Тут кругом вперемешку тапки, вентиляторы, трусы, батарейки и помидоры. Он музыкальный инструмент. Давай посмотрим на арду. Давай посмотрим. Взять что ли? Соседи порадовать. Где Дима? Дима здесь. Носки. Почем там? Не знаю, не спросил, я просто попринчал немножко и все. Вот мы отсюда зашли, помнишь? А, вот собака. Кого-то ждет. Да, мы отсюда шли. И мы сделали круг, что ли, получается? Сейчас мы дальше пройдемся. Какую часть прошли в процентах, если от всего общего? 50%. Нет. Ну, если вот по площади 50. По площади? А по этим... Ну, мы по периметру прошли же, правильно? Да. Половину периметра. Ага. В ту сторону вот так можно. О, тут даже есть обменники. А ты что думаешь? Насколько они выгодные, невыгодные, смотрите. خاطر بچه‌ها Это нормально, дисконт считается. Так как тут... Так торговля идет тут постоянно. То есть выгоднее курс. Угу. Считается, как Турция, Бискерен, это торговый район. А кто здесь Амстердамский. покупатели, как думаешь? Большинство местные, наверное, да? Конечно. Оптовый есть, оптовый магазин, они закупают, потом перепродают. Угу. То есть или по частям города, или прямо в этом даже могут в магазинах продавать. Там цена на 30-40% выше. Угу. Кругом ряды. Я не знаю, тут можно заблудиться точно. На камеру, наверное, вообще непонятно, куда мы идем, где, откуда. Как будто просто один прямой ряд. Смотрим дальше, что. Я заметил, никто на тебя не накидывается, типа купи-купи. Нет. Вот это очень хорошо, потому что во многих рынках прям Всё немножко верно. раздражают. Все верно. А здесь ходишь и спокойно тебе. Уже налево. Брендовая одежда, видишь? Угу. Рюкзаки. Это бренд, думаешь? Не, тут немножко Видишь, новые ряды. поцивильнее, да, немножко как будто бы и пол здесь. Как-то необычно. И лежат уже немножко по структурированию, как будто бы. Налево, Сумки. направо. Да тут везде, вот смотрите, мы оттуда пришли. Вот здесь обувь, какие-то что-то еще. На улицах Батуми такие развалы есть, не только овощные и фруктовые, но еще и там продают, и на улицах, и в магазинах продают, короче, вот эти брендовые вещи, ну, разумеется, реплики, подделки. И практически в каждом доме можно это все купить. И обувь, там Hermès, Dior, Adidas, Gucci, в общем, все можно взять по низким ценам. Так вот, зачем такой большой пищевой рынок? Наверное, чтобы собрать
максимально скопление этих вещей всех, чтобы можно было прийти и точно уже выбрать, что тебе нужно. Посмотрим. Тоже продаются яйца. Цен опять же нет. Ничего не вижу, что стоит. Надо спрашивать. Здесь конфетки. Маржома. 2,50 лари стоит. Баунти двойной. Тройной, точно. Правильно. Дешево? Торговаться не будешь? Я думаю, тут оптовый. Не пытаешься даже? Скажу, с какого объема скидки сделать. Да, тонну покупаешь. Сгущенка. Скидки есть? Нет. Вареная сгущенка. Халва. Изюм. Аделина так любит изюм. Взять, может быть, пару упаковок. И майонез тут. О, тут энергетики. Сколько стоит у вас Red Bull? 3. Угу. 3 лайм. Нет? 20%. То есть от цены в магазин. А, от магазина цена 20%? 30 в магазинах, тут 2,50. Ну только на эту, не на все, наверное, вещи. Ну, я думаю, на всех примерно так же. Тут уже оптовые цены. Не знаю даже, что здесь нет. Поэтому могу вот такую оптом купить, и все нормально. Качество рекомендую. Даже качество рекомендуешь. Это рекомендации пошли. Турецкие. Ну, из Турции тут очень много. Заметили, это единственная рекомендация от Димы. Ладно, смотрим, что дальше. Ну что, мы опять на улице. Я уже порядком подустал, но надо дойти до конца. Точнее, посмотреть, что еще есть на рынке Хопа. Дима там что-то покупает. Я уж тут Гамарджоба. наторговался. Привет. Ты какой будешь, соленый или миндаль, или не соленый? Миндаль не соленый. Не соленый. То есть вот это, не да? соленый, да. Все, тогда я уже тебе купил. Ладно, Будет тебе спасибо. не соленый миндаль. Спасибо. Еще этот взял, фисташки на двоих. Хорошо, хорошо. Тут цена хорошая. Чего меня не подождал? В смысле? Торговался. Ну я торговался, не торговали. Сколько процентов скинули? Нисколько, 0. А, Тут не- мелко оптовый рынок. Ты же торгуешься здесь, стоишь. Торгуюсь, ни результата-то нету, не наторговался. Тут Понятно. мелко оптовый, тут уже цены низкие. То есть я как понимаю, тут приходит оптом покупают по этой цене, потом перепродают. Ну цена на самом деле низкая, в магазинах выше я видел. Вот, вот и все, в принципе. Вон корма. Да, там в развес можно взять. Ты же хотел вроде, ты кого-то там подкармливаете. Да, мы подкармливаем, но у нас пока есть, но буду знать, что здесь можно купить. Все очень много всего для собак. Хочешь попробовать на Собака, вкус? да. Нет, на вкус я пробовать не буду, я знаю, что вкусно. И... Ну, потому что собаки едят. Здесь, да, брендовые. Я не думаю, что это подделка, да? То есть, ну, наверняка, что... Я не думаю, упаковка. Да. Здорово, здорово. Смотрим дальше? Да. Вот имею в виду. Мгм. А вот это? Тут еще сверху, знаешь, такой объемный рынок. Да. 3D. Сверху тоже что-то висит. Еще внизу что-нибудь было бы. Да, смотрите, здесь рог. Вот, грузинский сувенир. Сувенир из Грузии такой классный же рог. Сувенир из Грузии рог. Чаша. А вот турецкая пахлава. И всякие рухат лукум. Специи. Специи, да. Чурчхела. Ну это везде уж есть чурчхела, как будто бы. То есть они засушивают и продают. Всегда можно продавать, она не портится. Вот заведение. А вот такая мухобойка, видишь? Электрическая, электронная. Где? Вот мужчина держит в руках. Вот это? Да. Ее нельзя провозить в самолете в ручной кладе. Да.
Прям даже нарисовано там ножи, и вот именно она. Понятно. Я слышал об этом. Ну, тут фрукты, овощи. Прикусить можно там, да? Слева и вот слева, видишь, там Гамбург. О, да. и там. Ага, здорово. Все здесь можно купить, значит. На грузинском. А, и на английском есть? Гамбургер. Гамбургер. Ну, в общем, вы все поняли. Вот что здесь продается. Вот здесь разное. А, можно набирать как типа как с собой. Вот тут можно купить. Ну да, напитки. Тут все простенько. Здорово, пойдем. Дальше. Ну вот мы, наверное, подходим уже к концу нашего путешествия по рынку. Где у нас выход? А, все, выход уже на улицу, да. Напоследок вам специи. 1 лари стоит такой вот такой пакетик. И такой пакетик, все по 1 лари. 1,30 куркума, скорее всего. Орши цайхи, калбатуну, чуни 2,50. арабидай, а? Интересно. Что хотите? Гамарджоба. Камарджоба. Что это такое? Это Чили? перица, Острый. острый, А, горький перец. а у вас есть в стручках он? Это аджика, это аджика. сланский сок. Сухая аджика, да? это? Сухая аджика очень хороший для Вот, сухая аджика. Женя шашлик, любит. для куриц. Что возьмем? Это сванский сок для салата. Потом? Ну, сейчас нам некуда огурцы, везти же. помидор. Постоянно. Да, да. Все, тогда мы к вам подойдем. Хорошо. Очень хорошо, спасибо. Спасибо вам. Адлоба. Сейчас мы вам расскажем вывод, точнее расскажет этот кот про базар. Ты будешь говорить? Он как-то зло на меня посмотрел, наверное, нет. Скажем, мы с Димой тогда. Что ты скажешь? А ты уже там был? Что я скажу, наверное, про этот рынок? Очень напоминает Гранд Базар в Стамбуле. Ну, по размерам, конечно, поменьше, но по рядам вот точно такой же. Очень много вот этих рядов параллельных, перпендикулярных, как такой лабиринт, где ничего не понятно. На Гранд Базаре там немножко структура была, здесь как будто бы вообще нет ее. И идешь и вперемешку то яйца, то какие-то ракетки, то трусы, то что-то, то помидоры. В общем, все вперемешку. Но купить можно что-нибудь, да, для себя. Все можно найти. Отзывы были правильные, то, что на самом деле там все есть. По поводу цен, то, что дороже для неместных, но цен там я не видел, именно ценников, бирок. Возможно, именно потому, что если ты спрашиваешь, какая цена, они тебе говорят и сами назначают цену. Для местных она своя, а для неместных, а это же канал не местный, это совсем другая цена. Что, Дим, ты скажешь? Ну, я что хотел, купил, поторговался, пообщался, посмотрел, что там интересного на рынке, наверное. А так, еще приду. То есть сюда местные ходят регулярно, они тоже ходят. Да, вот именно регулярно приходить, покупать не впрок, например, а вот что-то нужно тебе, раз взял, купил. Если ты знаешь, что здесь цена, качество не хуже, чем в магазине, наверное, некоторые товары качество такое же, Да, не хуже, то есть и они дешевле. дешевле. То есть здесь можно вот на рынке, если особенно тебя уже знают, я думаю, у тебя цена с каждым твоим годом проживания в Грузии будет все меньше и меньше. И торговаться с тобой уже так не будут назначать нормальную цену. А вот, ну, кто любит рынки, я знаю, такие люди есть, именно приезжают в новый город, в новую страну, и вот им попадая рынок, обязательно какой-нибудь большой рынок, они любят походить. Тут есть что посмотреть, и здесь есть и свои грузинские такие товары, так что приезжим на 2 недели, например, тоже будет очень интересно купить, например, там специи, какие-то там вино грузинское. Ну, в общем, интересно. И самое, что главное, тебя не окружают и не просят купить что-нибудь. Не навязывают. Да, не навязывают тебе ничего. Ты просто ходишь, и вот ни один человек не сказал, давай, заходи, покупай. Нет, это очень приятно походить и не устаешь. В Гранд-базаре я устал через полчаса. Даже Аделина устала, а вот здесь нет, здесь все хорошо. Так что супер, будем сюда захаживать, интересно. Ну вот. Всем пока.